Годы правления Михаила Горбачева можно считать одним из самых сложных периодов в СССР. Кроме того, что в 1991 году произошел распад Советского Союза, 16 мая 1985 года вступил в силу закон о борьбе с пьянством, так называемый «сухой закон». В результате такой антиалкогольной кампании цены на спиртные напитки выросли аж на 45%. По всей стране массово вырубались виноградники. С прилавков магазинов исчез практически весь сахар. Вместе с этим увеличилась продолжительность жизни у советских граждан и заметно снизилась преступность. Но, как позже утверждал сам Горбачев, введение сухого закона в стране не принесло ожидаемого результата. С пьянством в России боролись во все времена. Еще в 1649 году царь Алексей Михайлович провел первую антиалкогольную кампанию. Он издал указ, запрещающий держать хмельное питье в монастырях. А в 1652 году была проведена кабацкая реформа, целью которой было снижение уровня пьянства среди простого населения. Однако война с Польшей в 1654 году нарушила все планы царя побороть зеленого змея. Самой масштабной борьбой с пьянством в Российской империи была реформа Николая II, которую император провел в начале Первой мировой войны. Сначала запрет на продажу алкоголя был введен как обычная мера при мобилизации населения. Затем в августе 1914 года власти объявили о продлении запрета до конца войны. Сначала запрет распространялся только на водку. Затем под него попали и вино, и пиво. Николай II был убежден, что пьянство – это большая беда для русского крестьянства и считал своим долгом бороться с этой бедой. Однако в Совете министров далеко не все разделяли взгляды императора. Ведь прибыль от продажи спиртного составляла 1/5 от государственных доходов. Но царя было не переубедить. Чтобы провести реформу, Николай II уволил главного ее противника – министра финансов Каковцева. В январе 1915 года по его приказу был утвержден государственный бюджет, не предусматривающий доход от продажи спиртного. В молодой советской России борьба с пьянством продолжилась. Власти СССР продлили запрет на торговлю водкой. В декабре 1919 года советским руководством был принят и подписан запрет на изготовление и продажу крепких спиртных напитков на территории страны. За нарушение этого запрета грозило суровое наказание – лишение свободы на срок не менее 5 лет с конфискацией имущества. Однако всего через год, в январе 1920 года, были разрешены производство и продажа вина крепостью до 12 градусов. В 1921 году допустимая крепость повысилась до 20 градусов. В 1922 году разрешили продажу пива. В августе 1925 года было принято постановление о разрешении торговли спиртными напитками на всей территории Советского Союза. Еще 3 крупные антиалкогольные кампании были проведены в 1929, 1958 и 1972 году. Для борьбы с алкоголизмом кругом печатались агитационные плакаты. Массово закрывались пивнушки и всякие забегаловки, где люди любили посидеть и выпить. Из фильмов вырезались сцены с употреблением алкоголя. Появился даже специальный журнал «Трезвость и культура», который пропагандировал здоровый образ жизни. В начале 70-х в стране начали появляться лечебно-трудовые профилактории, ЛТП, куда людей отправляли принудительно. 11 марта 1985 года к власти в стране пришел амбициозный и энергичный политик Михаил Сергеевич Горбачев. Уже через 2 месяца своего правления он взялся за борьбу с пьянством. Невзирая на прошлые антиалкогольные меры, уровень алкоголизма в стране становился все выше и выше. В начале 1980-х годов потребление спиртных напитков в СССР стало самым рекордным за всю историю страны. Если в Российской империи и сталинской России потребление алкоголя не превышало 5 литров спирта на человека в год, то к 1984 году этот уровень поднялся до 10,5 литров.
А если учесть еще и подпольное самогоноваренье, то можно получить пугающие 14 литров спирта на человека в год. Это значит, что в год почти каждый взрослый советский мужчина выпивал примерно от 90 до 110 бутылок водки, а остальной алкоголь употреблялся в форме самогона, вина или пива. В мае 1985 года началась подготовка масштабной реформы, которая предусматривала значительное сокращение производства и продажи спиртных напитков. Также был издан указ об усилении борьбы с пьянством и самогоноварением. Лица, не соблюдающие его, подлежали административной и уголовной ответственности. В стране было закрыто огромное количество магазинов с ликеро-водочной продукцией. Резко возросла в цене водка. Например, к августу 1986 бутылка самой дешевой водки подорожала до 9 рублей 10 копеек. Популярная Андроповка, которая стоила 4 рубля 70 копеек, и вовсе исчезла с прилавков. Торговать спиртным магазины могли, только теперь для них было установлено определенное время – с 14 до 19 часов. Распитие алкоголя в подъездах, парках и скверах было категорически запрещено. Если человека ловили пьяным на улице, то его ждали серьезные проблемы на работе. А за распитие спиртного на работе человека тут же увольняли и исключали из партии. Это фактически ставило крест на его дальнейшей карьере. По всей стране начали создаваться трезвеннические коллективы, в которые обязательно должны были вступать члены партии. Банкеты и корпоративы были отменены. Отметить повышение должности, как раньше, было уже нельзя. Дошло до того, что стали проводиться безалкогольные комсомольские свадьбы. Многим советским гражданам это, естественно, не нравилось. Человек, который раньше после тяжелой рабочей недели снимал стресс рюмочкой другой, теперь довольствовался чаем, кофе или соком. В народе Горбачева начали называть минеральным секретарем или Сокиным сыном, поскольку из винограда теперь вместо вина делали сок. Профсоюзы, система образования и здравоохранения также были подключены к антиалкогольной кампании. Повсюду распространились статьи о вреде алкоголя, где писалось, что пьянство не свойственно русскому народу. Однако горбачевская антиалкогольная реформа имела как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести увеличение продолжительности жизни. У мужчин она выросла на 2,5 года, достигнув самого значительного показателя за всю историю России. Кроме того, повысилась рождаемость. За время действия сухого закона с 1985 по 90-е годы в стране в год рождалось 5,5 миллионов новорожденных, что на 500 тысяч в год больше, чем каждый год за предыдущие 20-30 лет. Причем детей со слабым здоровьем рождалось на 8% меньше. Еще одним немаловажным плюсом стало значительное снижение преступности. Стало меньше убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, в горбачевской борьбе с пьянством был и минус, притом очень большой. Для партийной элиты алкоголь так или иначе был доступен. Простые же потребители пытались достать его нелегальным способом. Запрет на легальную продажу алкоголя породил мощный всплеск теневой экономики. Самогоноваренье достигло небывалых размахов. Продажа сахара выросла с 7 миллионов 850 тысяч тонн в 1985 году до 9 миллионов 280 тысяч тонн в 1987 году, увеличившись на 18%. По разным оценкам, на производство самогона в те годы ушло 1,4 миллиона тонн сахара. В результате было произведено 140-150 миллионов декалитров самогона. В конце 80-х в СССР появилось огромное количество токсикоманов. Число наркоманов в стране выросло с 9 до 20 тысяч человек. В 1987 году было зафиксировано 44 тысячи случаев отравления некачественной алкогольной продукцией. Погибли 11 тысяч человек. Сокращение продаж алкоголя нанесло серьезный ущерб советской экономике. Доходы от продажи спиртных напитков составляли до 30% государственного бюджета. После начала Горбачевской кампании ежегодный розничный товарооборот в среднем сократился на 16 миллиардов рублей. Урон для бюджета оказался катастрофическим. Вместо прежних 60 миллиардов рублей дохода
Пищевая промышленность принесла лишь 38 миллиардов в 1986 году и 35 миллиардов в 1987. Убытки от сокращения продажи алкоголя компенсированы не были, и в конце 1986 года бюджет страны фактически рухнул. Массовое возмущение населения и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили правительство свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. Хотя указы, ограничивающие продажу и потребление спиртных напитков, не были отменены, активная пропаганда трезвости была прекращена, а продажи алкоголя пошли наверх. К несчастью, это имело печальные последствия. Среднее потребление спиртного на душу населения заметно превысило исходный уровень к 1994 году, что в итоге привело к катастрофическому росту смертности в стране. Сейчас в России, благодаря огромному количеству тренажерных залов и фитнес-клубов, молодежь больше интересуется спортом, нежели бутылкой, и это очень радует. В современной России уровень потребления алкоголя стал значительно меньше, чем был в то непростое время. Но это не значит, что проблема полностью решена. Важно понимать, что алкоголь не является лекарством от всего. Он не может помочь решить какую-то проблему. Любая проблема всегда должна решаться на свежую, здоровую голову. А расслабиться можно и проведя часик в тренажерном зале. Да и пользы для здоровья будет значительно больше. На этом у меня все. Берегите себя. Будьте здоровы. До новых встреч.